Здравствуйте, Дмитрий у нас сегодня. Добрый вечер. Мария пошла гулять в отпуск. Ну, как говорится, Рыбиной, что всеми ходите по камере. Вы думаете, если вы не ходите, вы не сидите. Особо, конечно, поехать в отпуск некуда, но лучше так. Поэтому, друзья мои, сегодня мы с Дмитрием первый раз вместе, но будут какие-то косяки, ничего страшного. Надеюсь, все нормально пройдет. А у нас сегодня тема, которой еще никогда не было, называется у нас «Что делает нас несчастными?». Я не буду дальше говорить несчастными, мне кажется, делает тот и тот. Я хочу это от вас услышать. У нас звоночек, да? Возьмем? Значит, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, что делает вас несчастным? У меня в семье сложилась такая ситуация, то что сестра год назад решила развестись со своим мужем. И, в общем-то, на протяжении всей этой пандемии они упорно разводились. У них 2 детей, у нас очень тесные связи в семье, и весь этот развод сказывается на всей нашей семье. В плохом смысле? Да, в плохом смысле, потому что сестра подала на развод на мужа, муж в упор не хочет соглашаться с разводом. А у сестры какая причина? Она делилась, наверное, с вами? Она, в общем-то, с эмоциями мужа не смогла смириться. Он очень эмоциональный человек. На ее, скажем так, какие-то на их взаимоотношения, он там ее и из дома выгонял, но потом принимал. Я старался не лезть в это все, потому что это не моя жизнь. Но так получилось, что у сестры сейчас нет возможности квартиру себе купить, еще что-то. Я понимаю, там есть определенный период времени, когда это все может решиться, да, но он пройдет там еще 2 года, 3 года, пока они там разделят имущество, пока они детей разделят, пока и все остальное. А сейчас просто так получается, то что, они живут, и они это все делят. И все это, каша это варится, и все это у нас... А давайте, хотите, я вам помогу? А вы, может быть, что-то и сестре передадите. Это сильно облегчит вашу жизнь, так что, может быть, до Нового года мы успеем проблемы решить. Во-первых, то, из-за чего вы переживаете, это сам развод. Я правильно понимаю? Знаете, наверное, я как-то себя втягиваю в это сам, потому что у меня родители до этого развелись, и я как-то себя... Но вы согласны с тем, что у вашей сестры есть причина разводиться? Или она у вас такой эмоционально неуравновешенная, что чуть что не по ней, она сразу бежит в суд, нет? Думаю, что и так, но это их жизнь. Да, это, во-первых, это их жизнь. Я бы хочу сказать, что, может быть, всем станет легче, потому что, когда люди разводятся, даже дети, которые страдают от развода, после развода оказывается ситуация, где нет конфликтов, разборок, криков, скандалов и так далее. То, что касается, чем я могу помочь, определение детей и имущества. Вы можете обратиться к посреднику, у нас, правда, их нету, честно говоря, но к психологу хотя бы. Просто психологи не обладают юридическими знаниями. Короче говоря, надо договариваться. Скажем, квартиру можно делить до потери сознания, а можно выяснить, сколько она стоит, и договориться, кому она остается, и чтобы другой выплатил деньги. То, что касается детей, если папа, скорее всего, с сестрой дети останутся, да? Нет, отец очень настаивает, чтобы с ним. А сколько лет детям? Одному 10, другой 2. 2 тут уже не спросишь. 10 лет мнение ребенка, если будет суд, учитывается при вопросах, которые касаются его интересов. Значит, можно договариваться так, что кто-то живет с ребенком, а кто-то, скажем, раз в неделю это выходной день, а раз в будний день, это 2 раза в неделю, или один будний и все выходные, но через неделю, это так обычно бывает, общается с ребенком. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Меня делает несчастным наличие ребенка-инвалида, и справиться с этим я не могу уже много лет.
А что за инвалидность у Он, ребенка? он родился сильно недоношенный, и сейчас у него огромное количество проблем, диагнозов, и в том числе умственная отсталость, эпилепсия, зрение и так далее. И я очень долго не могла его принять. Потом сейчас сколько стала ребенку с ним сейчас? помогать моя мама, и сейчас он живет с ней, потому что я просто не могу с ним заниматься. А сколько сейчас ребенку? Ребенку 5 лет. Он продолжает болеть или сейчас ситуация лучше стала? Нет, лучше не станет. У него диагнозы, которые не поддаются лечению, они все время будут. Ну почему? Эпилепсия, например, с возрастом может пройти. Пройти там шансов нет абсолютно никаких. 5 лет он, в общем, ничего не умеет. И основная проблема, конечно, заключается в том, что я не могу найти в себе силы настолько ограничить свою свободу и заниматься с ним. И в то же время не могу найти силы, чтобы избавиться от чувства вины. Потому что, естественно, это мой ребенок, и то, что им занимается моя мама, это... Вы знаете, давайте хоть как-то попробуем решить хотя бы вашу проблему с чувством вины. Вы же можете какое-то время заниматься ребенком без ущерба себе? 5 минут в месяц можете? Какое-то время могу, да. Обычно это занимает максимум час-два, когда я, в принципе, в состоянии вообще какого-то ресурса, а потом все. Давайте вы не будете, я понимаю, брать на себя больше, чем вы можете вынести, и чтобы не страдать, потому что ребенка еще и в этом смысле жалко. Мало того, что он инвалид, но кругом такая абсолютно похоронная атмосфера. Мама с чувством вины. Это усугубляет проблему, понимаете, да? Да, Он же тоже живой человек, ему тоже хочется, чтобы рядом были радости какие-то, чтобы мама улыбалась. Давайте для того, чтобы не испытывать чувство вины, вы несите столько, сколько можете на себя взвалить. Если можете полчаса, значит, скажите себе, я не виноват, я тоже живой человек, у меня тоже есть слабости. Я полчаса могу, я полчаса ребенку уделю. И через полчаса ровно собирайтесь и уходите. И так, может быть, мы с вами эту проблему решим, потому что вашему ребенку важно, что мама как бы себя нормально чувствует. Он же тоже это чувствует, что это все со слезой происходит, понимаете? Да, понимаю. Может быть, попробуем хотя бы не брать на себя больше, а возьмите столько, сколько можете. Я вам желаю успехов. Да. То, что касается эпилепсии, она лечится. Почему? И я слышу, в Израиле ее даже у детей не лечат, считают, что сама пойдет с возрастом. Но могу ошибаться. Добрый вечер. Так, поговорили. Ирина пишет: добрый вечер. Иногда меня несчастный делает потеря взаимопонимания с сыном-подростком. Представляете, Ирина, что у вашего сына-подростка в это время происходит? Смотрите, какая проблема. У детей, вообще у людей, самый тяжелый период во всей жизни это подростковый возраст. И такого кризиса у людей больше не бывает за всю жизнь. Дети страдают, а у детей идет какие-то гормональные проблемы, перестройка и так далее. И в это время мама говорит: ой, мне с ним так тяжело. Представьте себе, дорогая Ирина, каково ребенку с мамой, которой тяжело с ним. Что я вам советую сделать, чтобы хотя бы уменьшить эту тяжесть? Во-первых, нужно понять, что это пройдет, что это такой кризисный период, подчеркиваю, самый тяжелый кризис за всю человеческую жизнь, и отнесись к этому с пониманием. Второе, нужно закончить тему школы, учебы, поступления, остального никому не нужного дерьма. Надо просто понять, что ребенок страдает, потому что у него подростковый возраст, и он из-за этого переживает гораздо больше, чем родители, и пытаться вести себя так, что вы принимаете его таким, какой он есть, включая его детских тараканов, и что вы самый близкий, любящий его человек, и вы его всегда примете, что бы он ни сделал. Что тогда произойдет? Ребенок начнет с вами делиться, ребенок будет откровенный, ребенок поймет, что он не один, и что он переживает этот период с родителями, они вместе с ним. Что это даст? Не такой острый будет период. Ребенок не будет говорить там: я спрыгну с балкона, не будет убегать из дома, не будет
это самые наркотики потреблять и так далее. Поэтому попробуйте хотя бы так к этому отнестись. Поехали дальше. У нас, по-моему, там звоночек, да? Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня Пожалуйста. зовут Людмила. Да, Людмила. Мне 45 лет. У меня такая ситуация. В общем, я развелась с мужем 2 года назад, но не живу уже с ним 3. Так. С дочерью мы живем отдельно, купили этот самый дом, и в общем, он нам не дает покоя, вообще катастрофически уже. Уже не знаю, Как что не делать. дает покоя? Что он делает? Он ходит по ночам. Это просто, в общем, я жила с ним В очень смысле, тяжело. куда ходит? К вам домой ходит по ночам? Да, по ночам ходит, заходит любыми путями уже как бы это. Вокруг Ну да что, около. дверь Это взламывать, караулит. что он делает? Дверь не и мог и взламывать как бы. Сейчас я уже все сделали и как бы обезопасились, но он все равно ходит. То по огороду тут где-то, в общем, то в саду, в общем, везде нас караулит уже, в общем. А что Очень хочет-то? конкретно пугает. Он хочет, не знаю, он чувство страха, видимо, потому что я жила под гнетом 22 года с ним. Так. И он, в общем, издевался всячески, получается. Ну вы же потом нашли в себе силы и разошлись. Да, нашел, да. А сейчас он что делает? Вот он ходит с какой целью? Он с целью ходит. Он не дает мне никакой жизни, ни лично ничего. Он хочет меня там поймать с кем-то, с каким-нибудь, например, молодым человеком. Но у меня пока, как говорится, еще не настроилась, я еще не это самое, не отошла от этого всего. Но, в общем, вообще конкретно Я морально понял. он не дает. Что Давайте делать? поговорим об этом. Смотрите, тут дело такое. Так называемые там агрессоры, абьюзеры, люди, которые издеваются. Психология вот людей издевается, которые и над которыми издевается, называют палачи жертвы, да? Они не могут примириться с тем, что теперь как бы человек не принадлежит ему, он не может с ним ничего сделать. Заявление в полицию, заявление об угрозах жизни и здоровья, и вплоть до того, что вашему мужу напишут, что он не может приближаться к вам на расстоянии больше, чем, я не знаю, там 1 километра, а в случае, если приблизиться, то на него открывается уголовное дело в прокуратуре. Но этим надо заниматься. И вам для этого нужны какие-то серьезные основания, что есть реальная угроза здоровью, и тогда это все будет работать. Если вы не будете показывать страх, он отвянет, кстати, гораздо быстрее, потому что вся эта история, она работает до тех пор и тогда, когда другая сторона испытывает страх, и у агрессора, как у животного, на страх начинается вот такое поведение агрессивное. Когда, ну как с собаками, да, когда вы их не боитесь, от них не убегаете, они от вас отстают. Если вы начинаете испытывать страх, они чуют даже запах гормонов, которые выделяются при страхе, начинают преследовать. Поэтому, если вы нашли в себе силы разойтись, найдите в себе силы очень спокойно реагировать на его преследование и обратиться в полицию. Я думаю, это все быстро закончится. Добрый вечер. Здрасте. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Алексей. Я очень благодарен вам за все, что вы делаете и говорите. Регулярно вас слушаю. Хотел у вас спросить совет, как быть. У меня такая ситуация. Я живу с девушкой, у нее 2 детей. И есть супруг, который нам просто не дает жить. Ну как, супруг бывший? Да, бывший. Так. Вот. И меня это очень сильно выбивает из колеи. Он не дает жизни в каком виде? Что он Ну, делает? Она живет в его квартире, она там прописана, и дети прописаны. Так. Вот. А он там не живет. И он категорически против, чтобы я там жил, а она не хочет оттуда уезжать, потому что боится, что потом как бы, ничего не достанется детям. Скажем Ужас. так. Ну, вы знаете, я хочу, да, если вы спрашиваете совета, у меня есть совет. Надо съезжать оттуда. Ну вот я пытаюсь до нее это донести, и как бы... Никогда больше 1 раза старайтесь ничего не пытаться. Ее не надо уговаривать, объяснять. Вы просто скажите, что или так, или никак. То есть только вот так жестко. Но я бы так... Почему жестко? Дело в том, что она разрывается между, давайте честно назовем, вещи своими именами, жадностью определенной. Я больше того скажу, скорее всего, он выпишет детей из квартиры, потому что они физически не будут там проживать, правильно?
Ну, наверное, да, она этого опасается, скорее всего. Ну, правильно опасается. Поэтому она губит свою личную жизнь за счет того, что дети, когда вырастут, получат квартиру. Я правильно понимаю? Ну, как бы да. А личная жизнь — это вы. Да. Ну, да, делайте вывод сами. Она хорошая мать, я понимаю. Она думает о детях, но это ее выбор. И выбор в сторону имущества, говоря по-русски. Она тут, вы скажете, не за себя, да, она за детей. Но, к сожалению, вот так. А у вас есть перспектива купить квартиру, например, с возрастом? У меня есть квартира, у меня есть жилье. Нет, не для себя. То, что у вас есть квартира, я догадываюсь. А так, что когда там... В данный момент, к сожалению, нет. Понятно. Но тут не мне давать совет, но я вам просто объяснил, как я к этому отношусь. Потому что жизнь проходит, наверное, она по-своему права, потому что она как мать думает о будущем своих детей, но у нее не складывается личная жизнь. А дети, как вам сказать, не знаю. Тут как бы надо решать вам, но вам не в смысле не вам, а ей. А вам как решать, я уже объяснил. Так как вы в этой квартире жить сами не хотите, то дальше это выбор за ней. Но будете если бы он был бы не против, это да, просто он всячески провоцирует. Слушайте, а с какой радостью он должен быть доволен от того, что в его квартире, где он сам не живет, живет мужик, который спит с его женой? Ну, как вы думаете, ему что, приятно это должно быть? С одной стороны нет, с другой стороны я просто ожидал каких-то адекватных. Ну, был бы адекватно, они бы не развелись, наверное. Если бы в его ситуации, я бы, наверное, конечно, по-другому. Слушайте, но есть люди вменяемые, адекватные, есть нет. Может быть, речь пойдет о том, чтобы ему заплатить деньги, например, и он бы эту квартиру переписал там на жену и детей и так далее. Может быть, он сейчас может переписать на детей. Не на жену, нет, на детей, что это будет отчасти их собственность. И тогда можно уезжать. Но сейчас он находится в ситуации, где он ревнует, ему это неприятно, поэтому я тоже с пониманием отношусь к его выбору. Но дальше ваша подруга должна для себя принимать решение. Я понял. Тоже не знаю, как бы я поступил, думая о детях. Я, кстати, своим детям ничего не оставил. Но потом я им купил, когда стал зарабатывать. Все. Поехали дальше. Проблема одиночества. 44 года. Скрывает от родных и друзей, что являюсь геем, от этого меньше общаюсь с родными, ненавижу работу, отдаляюсь от друзей, пишет Антон из Москвы. Дорогой Антон, вы не против, если я вам скажу, что вам в этой ситуации делать? Вы должны сказать, что вы гей. Те люди, которые вас примут, останутся с вами, которые не примут, они вам и так нафиг не нужны. Потому что получается, что те люди, которые ваши друзья или родственники, потому ваши друзья и родственники, что они не знают, что вы гей, и думают, что вы гетеросексуал. А вас, какой вы есть, они бы не приняли. У меня вопрос, а нафиг они вам нужны, если они вас в качестве гея не принимают? Поэтому давайте рискнем. Если вы хотите, я тут не могу вам давать советы, я просто рассуждаю вслух, а решение вы принимаете. Подумайте о том, что будет, если вы скажете, что вы гей, и дальше что-то произойдет. Часть людей отвалится, часть людей останется, вы это переживете, но зато вы будете сами собой, и для тех людей, которые останутся с вами, вы себя будете чувствовать комфортно. Еще раз повторяю, я вас не призываю, я предлагаю вам хотя бы об этом подумать, потому что, как бы вам сказать, быть самим собой в жизни — это огромное счастье. Очень многие люди, я всегда, например, с грустью думал о тех, скажем, людях, которые фамилии меняют, имена, берут псевдонимы. Их же мама с папой назвали совсем по-другому, и они всю жизнь отрабатывают какую-то странную историю про то, что он не Абрам, а Ваня, и он с этим вместо Абрама Ваня, значит, всю жизнь на сцену выходит. И это как бы уже, на мой взгляд, готовый невроз. Поэтому мой вам совет: подумайте о том, чтобы остаться самим собой, но при этом вы рискуете, что часть людей отвалится. Ну, как бы хочется сказать, ну туда им и дорога. Мы тут есть минуточку у нас, да, звоночек примем? Алло. Только очень быстро, у нас есть минута. Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим, мне 16 лет. И у меня проблема, связанная со школой.
Какая? В общем, так случилось, что школа мне не приносит радости. И мне это очень не нравится. И у меня получается такая своеобразная амбивалентность. Я как бы хочу после школы поступить в вуз, но чтобы поступить в вуз, нужно хорошо учиться в школе. Но единственная нормальная причина хорошо учиться в школе – это хотеть учиться в школе. Максим, дорогой мой, а вы можете подождать, пока мы сейчас уйдем на небольшую паузу? Трубку не класть, я с удовольствием с вами продолжу после нее. Окей? Да. К сожалению, звонок Максима слетел, как мне Дмитрий сообщил. Но, может быть, Максим еще у нас половина программы впереди дозвонится, и мы с ним продолжим разговор. Пока я могу сказать, чтобы Максим понял следующую вещь. В школе не всем нравится, учится Максим для себя, и я бы не стал обобщать, что если мне плохо в школе, а мне надо хорошо учиться, тогда я поступлю. Во-первых, вы можете, Максим, поступить независимо от вашей учебы. Я закончил школу, у меня был аттестат ровно 3,0. И, тем не менее, вполне себе во многих даже вузах учился, прежде чем стать психологом. Но надо было на пятерке сдавать экзамены, без этого я не добирал бы баллов. Теперь, если у вас школа очень тяжелая, ну, в смысле, какая-то там лицей серьезный, гимназия с уклонами, программа, я сам в такой школе работал, это знаменитая школа 43, сейчас называется 1543, кстати, до сих пор, по-моему, входит в тройку или пятерку лучших школ России. Вот, там были очень такие жесткие условия, или там вторая школа в Москве, 57-я, где надо очень тяжело учиться, то возьмите себе школу попроще, чтобы у вас был аттестат получше. И тогда уже так решайте проблемы. Ну, дозвонитесь, продолжим разговор. У нас, кстати, звоночек есть, да? Алло. Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Анна, мне 26 лет. И меня делает несчастным отношение родителей ко мне. Что же это за отношения? А что они от вас потребляют? Ну, они звонят только тогда, когда им что-то нужно, что-то помочь или что-то сделать, то, в чем они плохо разбираются. А так вообще не звонят? А так просто вообще не звонят. И вплоть до того, что прям напрямую, ой, мне сейчас некогда. То есть я говорю, привет, ты хотел узнать, как у меня дела? Он говорит, ой, ну это потом, я сейчас вот работаю, слушайте, мне нужно... но вы же сейчас живете отдельно, а было время, когда вы были ребенком и жили вместе. Так всегда было? Да, так было всегда, да. То есть я брата младшего поднимала, помогала им воспитывать. То есть всеми делами домашними. Вы знаете, я могу вам пару слов сказать по этому поводу? Дело в том, что я считаю, что вы даже не можете обидеться на них, потому что это такие люди. Вы спросите, Михаил, а какие такие люди? Я вам отвечу, какие. Они так называемые эгоисты. Часто меня спрашивают, Михаил, но любовь в себе, это же есть патология эгоистическая? Я говорю, все прямо наоборот. Эгоисты, вы внимательно меня слушаете? Да, очень. Это люди, зацикленные на себе и на своих проблемах. Это очень слабые люди, которым все время плохо, поэтому они не реагируют на других людей. Поэтому от них бесполезно ждать какого-то участия, понимания, даже интереса к своей жизни. Не потому, что они вас не любят, тогда мама бы просто аборт сделала. Тем не менее, они вас родили и воспитали, но их отношение к вам не говорит о том, что они к вам плохо относятся, говорит о том, что они такие люди по жизни. То есть это такая психика у людей. Они все поглощены собой, понимаете, да? Понимаю, но если мне не хватает их общения, для меня это очень важно. Вы большая девочка, вам надо уже научиться общаться с собой. А вам будет иначе всю жизнь не хватать, потому что сейчас вам 26 лет. А представляете, как было, когда вам в 3 года их не хватало, да? Я даже боюсь, что если вы будете дальше настаивать на общении с ними, то вы начнете за людей цепляться. То есть, когда у вас появится парень, или у вас... У меня есть муж и ребенок. Да, но понимаете, вот обычно хорошо, что у вас повезло, что у вас есть муж и ребенок. А обычно девушки, которым не хватало родителей, за отношения родину продадут. То есть они будут бегать, цепляться, лишь бы человек не уходил. Как бы он с тобой не вел себя, все равно это потому, что не хватало родителей. Вот в эти игры даже не начинайте играть. Вам надо переключиться с родителей на себя, сказать, у меня есть другая, у меня есть своя семья, да? Я большая девочка, я не нуждаюсь в родителях. Если вы этот вопрос не решите,
он будет вас мучить всю жизнь. Оно вам надо вообще? Вот он меня и мучает. Просто когда уже один раз было такое, что я отказала, и произошел такой некий скандал, они просто со мной не общались, наверное, год. Просто. Не общайтесь. Слушайте, это очень дешевая цена вопроса, что если я буду прогибаться, они будут общаться. Вы что, хотите купить их внимание, что ли, таким образом? Ну, так в детстве было, как бы, любят за то, что ты приготовила. Вот я вам говорю. Самое... Давайте еще раз медленно. Первое, это не говорит о том, что они к вам плохо относятся, это говорит о том, что это, к сожалению, те самые эгоисты, о которых пишут женские журналы. Они абсолютно зациклены на себе, им ни до кого. Не в смысле плохо, там, не любят дочку, да? А в смысле, кроме своих проблем, им вообще пофигу все остальное. Это первое. Такие люди есть, вы их встречаете, не только родители, я думаю, вы и кроме родителей видели таких людей, правда же? Да. Второе. Не надо завоевывать ничью любовь, ее вообще не надо завоевывать. Поэтому вы, если не хотите не помогать, не помогайте. Я думаю, если вам 26, они мне в дети годятся. Сколько лет вашим родителям? 56. Ну, молодые люди, здоровые. Пахать на них надо, они моложе меня, правда. Поэтому не надо делать ничего, что вы делать не хотите. Вы можете им прямо сказать, мне вообще не устраивает такие отношения, что вы звоните только когда вам надо, а моей жизнью вы не интересуетесь. Начнете нормально разговаривать, посмотрим дальше, буду я с вами общаться или нет. Слабо, да? Это все, это до конца жизни, мы просто не будем общаться вообще. Значит, не будете общаться. Ну, мне не могу, мне нужно их общение, то есть мне нужна, я не знаю, ну, я страдаю от этого, когда я не общаюсь. Вы страдаете не от того, что вы не общаетесь, страдаете от того, что вообще такие отношения. Это очень тяжелая проблема, и я опять, как и в случае вот с другим звонком, могу только сказать, подумайте об этом. Вот Антон, который слышали, который гей, да? А вот я не говорю, сделай так, я говорю, подумайте о том, чтобы стать независимыми от родителями. Зачем вам это нужно, спросите вы? Потому что вы сразу, как человек, изменитесь в лучшую сторону. У вас повысится самооценка, вы станете независимой, самодостаточной. У вас будут совершенно другие отношения с мужем и с детьми, а главное, с собой и с людьми. До тех пор, пока родители вас тянут вниз, они вас вниз тянут. Тем, что они себя так ведут, а вы на это подвешены, понимаете? Вы как наркоманка, как алкоголик зависите от того, как они себя ведут. И это может быть на всю жизнь. Конечно, цена вопроса тяжелая, потому что они могут перестать вообще общаться, но подумать-то об этом можете, правда? Могу. Успехов. Вот Станислав нам пишет, что он чуть-чуть несчастный, тоже 90-е годы закончились. Вы знаете, Станислав, что я вам отвечу? С одной стороны, такого разгула демократии, конечно, не наблюдается. А с другой стороны, я работал, у меня консультация была на набережной Шевченко, это Кутузовский, 24. Кстати, в 26-м доме числился Брежнев с Андроповым. Но они там, по-моему, оба не жили. Так вот, когда я шел на работу, я про 90-е сейчас говорю, то на дереве, там во дворе дерево росло, была табличка. На табличке было написано: здесь, типа 93-м году, во время перестрелки была убита маленькая 5-летняя девочка. Это 90-е годы. С одной стороны, полная свобода и демократия, ну, хоть какая-то. С другой стороны, вот так вот детей убивали в перестрелке на улице. Я помню, когда по радио передавали убийство там хозяев банков, и люди думали, ну да, ну понятно, что убили, он же этот самый олигарх типа, ну убили, да, и что в этом такого? Он же богатый. Вот это тоже 90-е годы, хочу обратить внимание. Поэтому как бы в каждом периоде есть свои радости, плюсы и минусы. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил, город Москва. У меня такая проблема, после того, как у нас в семье случились некоторые, скажем так, финансовые проблемы, ну, это случилось года 3 назад, из-за того, что я потерял оплачиваемую работу, у нас полностью прекратилось интимные отношения с супругой. То есть жена настолько была потрясена безденежьем, или да, она так манипулирует, типа, найди работу? Ну, я не думаю, что она манипулирует, но она мне говорит, сейчас такая жизнь, все очень тяжело,
она очень так, депрессивно смотрит вообще на Да, но это же не было 3 года до этого. Ну, до этого было все нормально, даже более чем нормально. Так. Ну, вот я пытался с ней говорить, пытался какие-то, моменты ухаживания проявить или что-то еще. Она говорит, не надо ухаживать, лучше деньгами, да? Нет, она говорит, я не хочу, мне вообще это не нужно. Я вообще не знаю, зачем я замуж вышла, мне интимная жизнь не нужна. Меня больше интересует ребенок и... ребенок уже там не ребенок, уже девушка. Меня интересует только ее судьба, жизнь, а вот это мне не нужно. Так, это все? Я вот... вопрос будет? Что с этой ситуацией делать. Как эту ситуацию изменить? Вот. А вы знаете, я вам отвечу, как бы я ее изменил, а вы смотрите сами. Я бы сказал только, я все, что говорю, я стараюсь говорить только 1 раз. Это 3-е правило из 6. У нас вот будет целая лекция по применению правил, приходите. Приходите в смысле в онлайн. А сейчас сказал бы, дорогая, меня это не устраивает. У нас есть 2 опции. Или я вообще разведусь, или я найду себе на стороне, где кто-то не так зависит от моих денег. Дело в том, что здесь какая-то странная ситуация возникает. Когда деньги были, жена была абсолютно сексуально, я бы сказал, озабочена. Когда деньги нет, она вдруг стала фригидной. Интересно, правда? Да, интересно. Как говорится, какое самое сексуальное место у мужчины? Говорит, кошелек. Поэтому я вам советую вот здесь проявить... Понимаете, в чем дело? Вы не должны думать, что с женой не так. Это ее проблема. Ваша проблема в том, что у вас секса нету в семье. И еще это как-то завязано на деньгах. Поэтому, или так, или никак. От программы «Минимум», что вы себе найдете другую. Притом это не обман, это не измена. Вы прямо ей честно говорите, что мои сексуальные потребности никуда не делись. Если ты их не... Она говорит, да, пожалуйста. А в чем проблема тогда? Я так не хочу, я хочу, чтобы все было нормально. Нормально будет с другим человеком, который вас полюбит без денег, да, с ним будет нормально. Понял вас. А что, жена, подождите, секундочку. Да-да. Предположим, у вашей жены что-то случился, какой-то кризис возрастной. Сколько ей лет, кстати? Ей 43. Рановато. Хотя бы 75. Так вот, она говорит, что давай я буду к врачу ходить, да, дай мне сексопатолога, мы должны решить, она пытается решить проблему. Она не пытается, ей это проблемы, она не видит в этом. Да вообще пофигу, правильно я понимаю? Да, абсолютно. Так тогда зачем эту лирику разводить? Бывают у людей проблемы, бывает импотенция у мужчин, или как нежно называют ее сексологи, эректильная дисфункция. Бывает проблема у женщин, это фригидность, это вагинизм, куча проблем. Но когда люди любят друг друга, и когда люди хотят наладить отношения, да, они в лепешку разбиваются и говорят, что я прямо все сделаю для того, чтобы у нас была нормальная сексуальная жизнь. Они ходят по врачам, урологи, андрологи, гинекологи. А когда человек говорит, слушай, мне нормально, бабу себе найди, отвали от меня. Но это вам ответ. У меня был случай в практике, когда у нас, кроме у нас сегодня была тема гомосексуалистов, а здесь еще есть, мы не будем звать, еще бисексуалы. Вот. Один из них, кстати, оказался мой любимейший актер Чарли Шин. Короче говоря, вот был такой у меня случай в практике, когда пришел человек и говорит, Михаил, у меня прекрасная семья, я обожаю свою жену, но, видно, не только жену. И однажды я зашел к соседу, и жена зашла за мной, не сразу, я то ли дверь забыл закрыть. Короче, мы с соседом целовались, она это увидела. У нее была истерика, она говорит о разводе. Михаил, слушайте внимательно. Я, говорит, готов на трепанацию черепа, я готов на лоботомию, я так люблю свою жену, я не вынесу, если она со мной разведется. Вот это пример человека, который готов природу свою ломать, только так любит жену. А если жена говорит, слушай, хочешь трахаться, найди себе кого-нибудь, от меня отстань. Слушайте, это что за любовь такая? Это что вообще за отношения такие, чтобы за них держаться?
Как говорится, жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. У нас 1,5 минуты. Михаил, добрый вечер. Как-то вам писал в эфир. Куры, гармония. Меня помните? Не помню. Александр пишет, что у него как раз все хорошо. Так, ну что, звоночек мы успеем взять коротенько? Да вот тут WhatsApp разрывается. Да, давайте что-нибудь, Дима. Огорчает минимальное общение взрослых сыновей, отсутствие взаимопонимания между мной и моей мамой. Мои действия, спрашивает Татьяна. Ваши действия — это самой инициативу не проявлять, подождать, когда дети начнут общаться, и дать им возможность, как бы не задавая по-другому, не забивая, что ли, их вопросами, раскрыться. А вообще, дорогие родители, я вам хочу сказать, вот я сидел как-то у своих знакомых в гостях, и пришел их сын. Ну, мальчику было лет 14. Сидят все, выпивают, музыка играет, камин горит. И мать вдруг говорит: ой, сынок, что так рано пришел? Теперь матери 55, сын взрослый, он ей не звонит и не пишет. И когда я думаю об этом, я думаю, а зачем она так сказала, что так рано пришел? Дорогие родители, пока дети маленькие, тратьте на них свое время. Потому что когда вы будете пожилыми родителями, у них на вас время не найдется. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такая вот ситуация. Я живу вдвоем со взрослым сыном, ему 28 лет. А что это так получилось, интересно? У него диагноз, шизофрения. Понял. Там он жить может. Да, пожалуйста, говорите. Вот сейчас обострение у него сильное было. Как бы все эти годы жили, как-то были проблемы, все это в пределах разумного. Так. А вот сейчас случилось такое, что он связался с плохой компанией, там наркотики и так далее. Угу. И мне стало страшно, очень страшно. Он сейчас попал в больницу. Вариант такой, что его сейчас подлечат, и я могу опять назад его к себе забрать или же определить в интернат. Мне страшно и то, и другое. Я не могу его к себе забрать по той причине, что с врачами разговаривала, они говорят, да, опасения ваши реальны, что он может навредить и людям, и вам, то есть и физически там, и как-то... Ну, понятно. А в интернат меня мучает моя совесть, и я не знаю, как в этой ситуации правильно поступить. А вы уже можете не мучиться, потому что вы сказали, я не могу его к себе забрать. Я вас правильно услышал? Ну, да. Тогда мы что сейчас обсуждаем? Мы можем обсудить интернаты. Лучше, хуже, платные, бесплатные. Может быть, так поговорить об этом? Ну, наверное, да, но просто думается где-то в подсознании, что а вдруг сейчас его подлечат и все будет хорошо, но сейчас уже мало я на это надеюсь. Вы знаете, я думаю, что в период ремиссии, вы же об этом говорите? Да. Вы, наверное, можете с ним общаться, даже если он будет в интернате. Может быть, даже он может быть у вас дома. Но это не вы решаете, не я, а врач. Это первое. Второе. Вас пугает, видимо, какие-то условия в интернате, которые вы считаете плохими для ребенка, да? Да. Может быть, вы пойдете по этому пути, вы будете искать какие-то хорошие интернаты? Но это вопрос денег, как правило. Правильно я понимаю? Ну, это понятно, конечно. Потому что получается у вас, да? Вы проблемы решить не можете, и из-за этого у вас внутренний конфликт выдает чувство вины, и жизнь становится страданием. А смысл какой? Вы сказали русским языком, я его взять себе не могу. Врач вам сказал, что он может нанести ущерб здоровью, да и жизни, я вам скажу, своему и других людей. А это как раз то самое определение, за которое могут принудительно госпитализировать. Потому что, когда человек может нанести ущерб жизни и здоровью своему или других людей, это повод для госпитализации. Поэтому, вот, чтобы сердце не разрывалось, почему он не может жить с матерью? Потому что он не может жить с матерью. Но мать может сделать следующее. Найти приличное место, чтобы там, отношения были, условия нормальные, да? И в период ремиссии с разрешения врача, может быть, даже домой его брать.
Вот и все. И вот еще один вопрос. Это что он самостоятельно туда не захочет, это мне надо будет лишать его дееспособности. И потом вот какие отношения, как я... Вы мать, он больной человек. Дело в том, что у вас есть иллюзия, что когда идет ремиссия, то он как бы нормальный парень, да? И вам странно, что вы должны нормального парня куда-то упечь. На самом деле это болезнь, которая имеет разные периоды, там обострение, ремиссия. Поэтому я вам хочу сказать, что это должны решать не вы, а врач. Если врач скажет, что это необходимо, иначе будете... Как бы если вы доверяете врачу, конечно. Понимаете? Да, понимаю. Вот. И тогда, чтобы успокоиться, вы говорите, что я как мать делаю так, чтобы мой ребенок был жив, чтобы он не погиб, извините, от глупости. Он же может из окна выпрыгнуть или зарезать кого-нибудь. Это лучше? Или вы считаете, что тюремная больница лучше интерната? У нас есть институт сербского, если что. Поэтому... Что? И я говорю, если что, есть институт сербского. Знаете такое заведение? Не расслышала. Институт сербского — это институт судебной психиатрии. Там лежат люди, психически больные, которые кого-то убили, например, в период определенный. Поэтому зачем нам такие страхи? Ребенок будет лежать под присмотром. Единственное, вы должны найти ему такое место, где ему будет относительно для интерната хорошо. Обнимаю, жму. Пока.